затиркой можно либо испортить плитку, качественно уложенную, либо наоборот, плитку с не очень ровными швами визуально можно сделать красиво. Важный инструмент в сегодняшней конкретной работе — это вот такие два саморезика. Для чего они мне будут нужны, вы увидите позже. Прорезиненный шпателек. Сейчас это доступная вещь, в любых строительных магазинах можете купить. Просто этим шпателем, кто не знает, намного быстрее происходит, в принципе, процесс затирки швов, чем маленьким резиновым. Ну а здесь все уже не хитро дальше идет. Берем затирку на шпатель и просто забиваем ее очень хорошо в швы. Этот процесс тоже важный. Не просто гладим по швам, а именно забиваем материал в швы. Качественно его туда пропихиваем, проталкиваем. Ну и излишки, естественно, снимаем. Я думаю, что всем понятно, что сейчас происходит. Здесь как бы ничего такого удивительного нет. Еще один момент, это только вот после того, как вы забили шов, прям не надо прям сильно-сильно давить, чтобы глубоко выбирать затирку. Она должна быть в плоскости плитки. Пока, на данном этапе. Ну и главное, естественно, вы запоминаете, откуда вы начинали, придумайте примерно себе план, как вы пойдете, последовательность, точнее, затирки. Потому что потом вы будете возвращаться и начинать замывать именно с того места, откуда начинали. Время проходит, затирка подсыхает, поэтому в такой же последовательности не забудьте, что дальше вы будете все это дорабатывать, обрабатывать. Может, кому-то будет интересно, затирка — это литокол, от компании Литокол, это цементно-полимерная. Но наносится и затирается она точно так же, как и просто цементная. Плитку, швы я зачищаю вот такой щеточкой. Очень хорошая вещь, ищите такую щетку, покупайте, не пожалеете. Именно очень удобно работать, прочищать все швы, чем там большими терками. То есть я пользуюсь обычно шпателек у меня какой-нибудь старый, малярный нож, где-то прорезать клей, который выступает из-под плитки, и вот такая щеточка. Все это, соответственно, потом хорошо, качественно пропылесосить. Швы я предварительно в керамограните не смачиваю, потому что на керамограните, в принципе, затирка долго сохнет. Если у вас это обычная кафельная плитка, то там, конечно, лучше смочить швы, затирка будет дольше жить. Вот такой саморезик, обычный саморез от дюбеля. И его шляпкой как бы формировать сам шов. Можно использовать, конечно, специальные пластмассовые круглые шпательки, но это, проще сказать, кусок провода. Но можно обойтись вот таким простым саморезом. Вот показываю поближе сейчас, в принципе, как это все происходит. Мы берем вот эту шляпку, давай вот здесь. Мы берем вот эту шляпку и формируем просто ей шов. Вот таким вот движением. Просто протягиваем. И везде, по всем швам надо пробежаться, аккуратненько вот так поснимать. В зависимости от ширины шва можно подобрать тоже саморезик там, с большей или меньшей шляпкой. Забыл тоже маленький нюанс рассказать, кто будет затирать впервые. Не замешивайте по многу сразу затирки. Замешайте чуть-чуть, там 1/3, 1/4 пакетика или ведра. Попробуйте, как получится. Потом можно уже и больше, потому что некоторые делают сразу ошибку, замешали полное ведро и большую часть не успели выработать. Или успели выработать, но не успели замыть. В итоге получается большущий косяк. Самое главное — это успеть порасшивать все швы, пока не засохла ваша затирка. Берем губку, смачиваем и сначала работаем вот этой жесткой стороной губки. Видите, с одной стороны мягкая, со второй жесткая. Тоже возьмите такие губки. Очень хорошая вещь. Для чего нужна эта жесткая сторона? Это вот если где-то подсыхают уже сухари, она просто быстрее и лучше их убирает. И просто по плоскости, кстати, воды можно побольше наливать. Все это потом прям вот таким движением. И начинаем замывать. Вот. Жесткая сторона, она убирает
вот засохшие, где вот у меня, например, может видно вам на камеру, есть плюшки засохшие, намного лучше этой стороной все это исправляется. Все, потом, когда вот чуть больше прошли, я вам просто здесь на маленьком участке показал, уже моем губку и аккуратненько снимаем всю эту грязь, которая наверху у нас осталась. Все, плитка будет практически чистая. После того, как вы все замыли губкой, не дожидаясь следующего дня, пока затирка полностью высохнет, начинаем протирать ее тряпкой с микрофиброй. Когда мы замываем губкой, остаются меленькие такие пузырьки, то есть шов сам такой немножко рифлененький получается. И когда мы протираем микрофиброй, мы еще плюс ее немножко заглаживаем, формируем. И в итоге в результате получается вот такой шов. Включу вам макросъемочку, вот посмотрите, он гладенький, четенький получается. Ну, еще от плитки, конечно, зависит. Здесь как бы ее края не совсем идеально ровные. Но затирка получается очень красивая. Вот, всю эту площадь, примерно 25 квадратов комната. Вот я ее затер, замыл буквально за полдня рабочих. Ну, еще, конечно, фиброй надо будет разок пройтись, протереть, потому что воду 2 раза сменил, но все равно мало этого не хватило. Немножко все-таки вот эта цементная затирка оставляет следы. Ну ничего, это еще один разок промыть. Будет она чистенькая и красивая. Надеюсь, видео было кому-то полезным. Как всегда, по традиции ставим палец вверх. Всем спасибо, всем пока. Скоро увидимся.